Здравствуйте, ребятки, с вами Кодер, и сегодня мы перенесем, точнее постепенно мы начнем переносить все наши приобретенные знания из программирования DLL на C++, Windows, Forms. Сегодня конкретно мы создадим свою форму, будем рисовать ее компоненты с помощью такой чудесной технологии, как GDI. Так сказать, узнаем, что такое двойная буферизация, и напишем пока что еще простенький класс для работы с памятью игры. Собственно говоря, давайте открывать студию, создадим проект, назовем его My First EXE трейнер. Будет у нас это приложение Windows обязательно, простой проект. Сразу удаляем хлам, не люблю. Добавим основной файл приложения, назовем его форум CPP. Собственно говоря, сразу же подключаем WinAPI. Куда же мы без WinAPI? Сразу же подключаем GDI. Позже поговорим об этом. Так, pragma comment. То есть говорим компилятору, то что нужно подключить вот такую вот библиотечку. Подключить нам надо GDI plus.lib. Теперь, собственно говоря, давайте напишем, так сказать, основной базовый код нашей формы. Пишем сразу или result callback vnd proc. То есть мы создаем прототип процесса нашего окошка. Принимать он будет handle uint v-param и l-param. Ок, хорошо. Так, теперь опустимся чуть пониже и создадим процедуру, которая будет создавать, собственно говоря, наше окошко. Итак, давайте. Int WinAPI WinMain. Это база нашего окна. Принимать мы в него будем instance, потом предыдущий instance, pref, да, pref, instance, lpstr, это можно сказать чар звездочка, lp command line, нужна ли нам чертова строчка, ну, я отвечаю, не нужна, и cmd show, то есть показать нашу чертову строчку или нет. Ну да ладно, нам плевать на нее. Теперь напишем наши переменные. Наш vnd, то есть handle, это vnd, msg, это msg, то есть сообщение, и vnd класс, vnd я сказал, это будет класс нашего окна. Так, сразу пишем memset, то есть настроить память по классу, адрес класса окна, ничего туда записывать не надо, а размер мы назначим вот такой, size of v, то есть, скажем так, зарезервировали память под класс нашего окна. Собственно говоря, что мы теперь пишем? vStyle. Стиль у нас будет никакой, потом пишем 0. Потом, что дальше?
lp vnd process, то есть мы должны назначить процесс окна. Это будет у нас vnd process. Что дальше? Инстанс, ваш инстанс назначим, окей. Наш инстанс равно ваш инстанс. Дальше. Имя класса. lpz класс name. А будет у нас просто Windows Form. Это класс окна. Обратите внимание, это не имя самого окна, а именно его класс. Об этом можете почитать на Википедии. Ну и как обычно, многобайтовая кодировочка. Итак, зарегистрируем класс окна. Адрес нашего класса окна. Ну, собственно говоря, теперь создадим само наше окошко. К хендлу привяжем такую чудесную штучку, как create window. Это имя класса. У нас оно уже есть. Оп. Стоп. А нет, все правильно, да. Имя окошка какое у нас будет? Да, что-нибудь придумаем. То также назовем. Хотя просто форм назовем. Стиль у нас какой будет у окошка? Во-первых, оно будет у нас родительским. То есть, по-моему, WS Overlapped Window. Overlapped Window. Потом, что еще? Мы сделаем так, чтобы его нельзя было масштабировать. Это WS Tick Frame, по-моему. Ну и естественно, чтобы нельзя было увеличивать. Не люблю, когда трейнер можно масштабировать и тому подобное. Все это лишнее. По-моему, это Maximus Box, да? Да, отлично. Размеры. 420 на 320, к примеру. А, стоп. Что я творю? Это координаты. Координаты мы дадим следующим образом. CW use default. И тут то же самое. То есть это координаты, где появится наше окошко. Мы будем использовать системные по умолчанию. То есть как заложено в нашей ОС, там оно и будет появляться. Теперь ширина 420 на 320. Еще лучше мы сделаем вот такие вот штучки. Define ширина. Сколько у нас? 420. Или же наоборот. Что-то все наоборот. Или нет, все правильно. И height, то есть высота 320. Вот так вот мы сделали хитро. Теперь родитель нашего окна. Какой родитель, когда мы сами себе родители? Никого. Менюшка. Никакая. Наш инстанс это инстанс. Так и называется. И L-парам. Давайте я подумаю, чему оно у нас будет равно. Да ничему. Ну, собственно говоря, создали окошко и привязали его к хендлу. В будущем он нам очень даже пригодится. Собственно говоря, теперь show window, handle нашего окошка. Ну и тут ничего нам не надо. Теперь мы должны будем отлавливать сообщения на нашей форме. То есть всегда пока get message. То есть пока мы берем сообщение, указательно само сообщение,
хенда нашего окошка. Тут мы все остальное по нулям. Кстати говоря, что я несу, никакого хенда нашего окошка нет. Мы должны ловить все сообщения, а не только те, которые в нашем окне. Все остальное тупо по нулям. Отлично, что мы делаем дальше? Переводим сообщение в буквальном смысле. Так и называется функция. Она требует константу сообщения, да еще и указать. Просто дадим адрес. Оп. И отправить его на обработку. Dispatch message. Вот и все. Ну и еще мы должны вернуть такую чудесную штучку, как сообщение W параметр нашего сообщения, содержимое. Вот есть у нас код создания формочки. Теперь давайте опишем процесс нашей формочки. Это будет long WinAPI vnd prod. Что она будет принимать в себя? Принимать она будет в себя наш vnd, то есть handle uint mlg, то есть наше сообщение, w param, содержимое нашего сообщения, l param, не помню, что такое, но нам оно и не пригодится. L param. Вот мы определили процесс нашего окошка. Теперь, собственно говоря, что мы пишем? Разделить сообщение на группы. Какие сообщения нам пришли? Итак, самое легкое это WM destroy. То есть пришло сообщение, чтобы мы закрыли форму. Мы делаем вот так: post quit message. То есть посылаем exit код 0, посылаем сообщение на выход. Закрыть форму нафиг. Потом, пока что нам обрабатывать будет нечего. По-моему, нечего, да. Тогда мы по дефолту вот что сделаем. Дефолт. Это будет return define window rows handle сообщение w парам l парам. То есть вернуть процедуру нашего окошка. Если же сообщений никаких нет, то просто ничего и не возвращаем. Нолик. Давайте проверим, как это работает на деле. Кстати говоря, опять забыл релиз сразу поставить. Оп. Запустить. Да. Мы насладились чудесами нашего окна. Так много интересного. Что-то пропустили. Давайте подумаем внимательно, что. Так, что же мы могли пропустить? Даже не знаю. Вот честно, даже не знаю. Надо сейчас подумать, повникать в код. Так. По идее, все должно быть прекрасно. Но почему это не прекрасно на самом деле, я не знаю. Давайте все рассмотрим. Тут все правильно, все красиво. Давайте на всякий случай проверим. Так, сзади наши параметры. Ничего не происходит, окошко нашего нет. Так, надо подумать. Вот мы получили сообщение. Обработали, все вернули. Но ничего нету. А это неправильно.
Может быть, не забыл такую честную штуку, как брик. Нет, не забыли. Все очень плохо. Ужасно плохо. В чем же может быть наша ужасная проблема? Тут все правильно. Правильно. Хотя да ладно, что вникать, сделаю проще. Эту формулу мы написали. Откроем уже написанную мной форму. А, да. Конечно. Как я мог забыть? Вот и все. Не будем копипастить код. Заметьте, мы фон формы не задали, поэтому он по умолчанию системный. Это не совсем дело, так это сероватый оттенок. Ну да ладно, вот наша формочка, мы можем ее двигать. Масштабировать не можем. Увеличить не можем, сворачивается. О боже. Это потому, что мы не задали фон ей. Ну и, собственно, закрыть. Все работает отлично. Собственно говоря, что мы сделаем теперь? Теперь мы поставим какую-нибудь картиночку на фон. Работать мы будем с изображением в формате bitmap. То есть BMP. Открываем Chrome. Где там наш Google? Ну где наш Google? Вот он наш Google, боже мой. Напишем ламбо. Картинки. Какая у нас есть поменьше. Ну вот это почему бы и нет. Сохраним картинку. На рабочий стол. Закроем. Да закрыть же нафиг. И изменим ее формат в BMP. Открыть с помощью PaintNet. Такая чудесная программка, которая, кстати, сейчас запускается долго очень. Из-за фрепса, скорее всего. Так, вот и наше изображение. Подгоним его по размерам под форму. Это получается изменить размер. Никаких пропорций не сохранять. И пишем 420 на 320. Оп. Подогнали. Сохраняем на рабочий стол в формате BMP. Ну давайте берем имя. Напишем picture. Какой ужас, много весит. Пожертвуем цветностью. Хотя может поставить 24 бита и цветностью будет все в порядке. Но я цветностью пожертвую. Вот она наша картинка. Видите? Вот это вот не красота всякая. Если поставить 24 бита, то все будет в порядке, но возрастет и размер. Ну да ладно. Теперь. Нафиг я удалю папку с ресурсами, да? Пишем resources, то есть ресурс. Так, создадим в начале элемент. Это будет файл ресурсов. Resources, так и назовем. Ресурс. Добавим ресурс. Это будет bitmap, импорт, рабочий стол. Вот, BMP. Все отлично, все круто. Это вот сюда, это вот сюда, это вот сюда. Иди в задницу. Вот сюда.
Теперь что мы делаем? Мы подключаем наш файл ресурсов. Include. Что я пишу? Открываем этот файлик. У нас тут ничего красивого нет, ужас. Что у нас в ресурсах? Да, ёпт. И в ресурсах ничего. Удалим. Добавим заново ресурс. Bitmap, input. Ну все, сохранить, конечно. Так ты уйди. Ты уйди. Вот, появился наш bitmap. На это не обращаем внимания. Студия сходит с ума. Вот имя нашего bitmap. И, собственно говоря, что мы теперь будем делать? Теперь мы инициализируем наш GDI, создадим графическое устройство, которым будем рисовать. Да и все. Давайте объявим нужные нам переменные. Это однозначно. Сразу здесь мы так и напишем. GDI Startup Input. Как назовем, давайте подумаем. То так и назовем GDI плюс Startup Input. Чего-то он не знает. Сейчас. Собственно говоря, что я творю? GDI плюс. И все равно не знаю. Что тебе на этот раз не нравится, засранец? Напишем заново. GDI плюс Startup Input. Тут плюсик уберем. Окей. Да. Совсем забыл, ребятки. Using. Мы забыли подключить использование namespace GDI. Пространство имен в переводе на русский. GDI плюс. Оп. Все отлично. Теперь undefined long. Точнее unsigned long. То есть даже не так. Unsigned long PTR, по-моему. И GDI плюс. Токен назовем. Все отлично. Хотя не нравится это название, лучше вот так. Так, все отлично. Все должно работать. Произведем инициализацию окна. Фу-фу-фу, что я несу? Какого окна? Инициализацию самого GDI. То есть перед тем, как показать окошко, пишем if не. Если не GDI плюс start GDI плюс стартап. Что я такое опять делаю? GDI плюс стартап. Указываем токен наш. Вот он. Input наш. Указатель на него запрашивают. И тут указатель запрашивают. Хорошо, ребятки. И output. Output мы укажем, но никуда. То есть если инициализация не произошла, то мы увидим такое сообщение. Так как окно не показалось еще, мы не имеем права использовать его handle. Поэтому укажем, ну, текст error. Это что я пишу? GDI плюс can initialize. То есть невозможно инициализировать GDI наш. Error. Тут
мы указываем mbok. И сейчас я вспомню, какой у нас error тип был. Надо подумать. Хотя что я парюсь. MSDN всемогущий. Почему-то .com не рулит. Пишем message box. Открываем. Смотрим. Икон верни. MB икон error. То, что надо. Иконка ошибки нет. Все. Так, идем дальше по коду. Теперь мы создадим наше графическое устройство. HDC, соответственно. Потом нам еще понадобится paint-struct. О этой структуре можете почитать на MSDN. Потом объясню все позже. Хотя да ладно, я вам покажу это наяву. Вот у нас инициализировали все. Теперь отлавливаем сообщение case vmpaint, то есть отрисовка. Возьмем это фигурные скобки и делаем brick. И что мы пишем? HDC равно begin paint. Handle ножевое окошко. И указатель на нашу структуру. И end paint handle. И указатель на нашу структуру. Вот начали рисовать и закончили рисовать. Итак, в поиске мы напишем GDI плюс. Так, вот GDI плюс. Итак, пишем using GDI. Getting started. Рисуем картинку. Вот у нас на сайте MSDN предоставлен такой красивый пример. Его мы аккуратненько скопируем и вставим в наш проект. Это будет функция отрисовки у нас. Перейдем на свой лад. Неправильные отступы. Мы будем рисовать строчку Hello World, получается. Давайте проверим. On Paint и HDC передадим. Ух ты. О боже. GT плюс инициализирован. Ну да ладно. Что я совсем спать захотел. Уберем это дело тогда нафиг. Просто оставим одну инициализацию. Так как у нашей картинки нету фона, она принимает за фон то есть где оно было открыто. Нам фон не нужен, мы на фон сейчас поставим картинку. Собственно говоря, назад, using images bitmaps, loading and displaying bitmaps. Вот у нас вот показано куча таких штук, как иконку поставить, как картинку отобразить. Но мы все сделаем по-другому. Мы будем грузить нашу картинку из ресурсов. То есть это все будет работать, если картинка будет лежать в папке с программой. А у нас будет работать всегда, так как картинка в программе. Собственно говоря, у GDI есть такой чудесный метод, как... Сейчас напишем GDI draw image. Ну вот, к примеру, что тут у нас написано. Немножко не то. Но суть в том, что мы будем рисовать картинку нашу при помощи GDI. Далее тут напишем GDI
draw image. Вот, собственно говоря, то, что нам надо. Вот как работает наш метод GDI. Получаем картинку и, собственно говоря, как ее рисовать, ее размер, каким мы обозначим прямоугольник с этой картинкой. Ну и давайте, собственно говоря, сотворим эту штуку. Что нам для этого потребуется? Для этого нам потребуется простенькое объявление. Такой dim. Картинка у нас в формате bitmap, поэтому используем тип bitmap. Указатель на picture, так как наш метод, заметьте, принимает указатель. Используем пространство имен, расположенное в пространстве имен GDI, то есть bitmap from resource, то есть из ресурсов. Наш instance это get модуль handle null, то есть грузить из нашего приложения, то есть эта картинка внутри нашего приложения. И имя нашего ресурса, точнее сам наш ресурс. Есть такая штучка make inter resource v. Сейчас вам покажу inter source. Что-то мы не так написали. Пускай Google у нас поправляет. Вот такая штучка. И мы указываем наш ресурс в ней. Где там наш ресурс? Вот он наш ресурс. Все бы хорошо, но LPSTR несовместим с параметром HR. Слава богу, разработчики придумали, как эту проблему решить. Мы просто добавляем на кончик функции W. И функция выдает результат в виде HR. Что мы делаем дальше? Мы динамически выделили, точнее динамически создали наш bitmap из ресурсов. Теперь мы обязаны его нарисовать. Нафига мы его сейчас создавали? Правильно же? И graphics draw image. И тут мы указываем picture. Вот он, какой он глупый, не понял то, что мы ему не image суем, а bitmap. Ну да ладно, видите? И hate. Да что ж такое-то? Вот, все отлично. И как говорится, будь добр, если создал, то удали. Если мы не будем удалять этот bitmap, то у нас получится утечка памяти. Сами смотрите. Боже. Что ему не нравится? Давайте посмотрим внимательно. Точно, все понятно. Я спятил. Тут нолики. Это откуда рисоваться начинать будет. Наш bitmap. Вот, пожалуйста. Вот она наша лампа, вот он наш текст. Теперь давайте посмотрим на утечки, о которых я говорил. Я нафиг Paint открыл. Диспетчер задач. Вот у нас формочка. Да, я сошел с ума. Никакой утечки пока что еще нет. Она возникнет в тот момент, когда мы будем делать двойную буферизацию. Нет, все, конечно, вот смотрите, окно перерисовывается. И пошел расти объем 30 мегабайт, 35 мегабайт. И бла. Ребятки, согласитесь, нафиг оно нам надо. Собственно говоря, как я говорил, создал, удали. Используем оператор delete и пишем сюда picture. Будьте внимательны, оператор delete только принимает объекты динамически созданные, то есть вот так вот. Или же созданные посредством оператора new. Давайте запустим.
Перейдем к процессу. Вот, собственно говоря, наше приложение не увеличивается в размере. Утечки памяти нет. Теперь, ребятки, давайте добавим какую-нибудь чудесную кнопочку и будем работать с ней. Пишем create window, create window. Сейчас я хлебну воды. Отлично. Так, класс name. Это у нас button, кнопочка. Как назовем мы ее? Ребятки, да вы юмористы. Как можно еще назвать кнопочку? Кнопка. Назовем ее клик. Клик me. Тыкни в меня. Стиль. Стиль. WS child. То есть она принадлежит нашей формочке. И, по-моему, WS visible. То есть она видимая. Ее координаты. X100, Y50. Лучше даже знаете X50, Y100. Ширина соточка, высота 30. Родителя ШВНД. Это стоп. Что я творю? Да, ШВНД, все правильно. H-меню это будет H-меню 1. ID нашей кнопочки в нашей программе. H-инстанс никакой. Ну, стоп. H-инстанс тоже мы передаем внутрь парам. Ну, собственно говоря, что должно быть? Круто, в общем, должно быть. И еще текст по центру в ней был. BS центр. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, наша кнопочка. Кликни. Теперь давайте обработаем ее сообщение. Для этого есть такая честная штучка, как case vm command. Брик сразу делаем. Switch vparam. То есть один нашей кнопки именно vparam будет. И пишем case 1. И message box. Message box. HND. Button preset. Alright. Все круто. Ну и просто mb ok. Давайте посмотрим. Чудесно. Отлично. Формочка двигается, все работает, супер. Что дальше? Теперь, ребятки, я думаю, я расскажу вам про горячие клавиши. Можно сделать вот так вот. Есть такое чудесное сообщение. Case vm key down. То есть если тыкнуться клавиша, да? Но это будет работать только если, грубо говоря, только в приложении этом. То есть идем на MSDN и пишем virtual key codes. Вот они наши коды. Нас интересует только в hex. Куча клавиш всяких. Ну, допустим, где там наш tab? Вот его коды. If vparam равно вот этому, то мы вводим message box, точно такой же. Tab preset. Давайте тыкнем на tab. Оп. Все прекрасно.
Теперь, ребятки, собственно говоря, перейдем к классу для работы с памятью игры. Для этого тыкнем проект, добавить класс, C++, класс C++, добавить. У нас встроенный класс, то есть определяться он будет только ваш файл. Доступ к классу public, то есть из любого места программы можем получить доступ. Имя класса будет у нас memory editor, то есть редактор памяти. Обратите внимание, это конструктор класса, это его деструктор. Для чего нужен деструктор? То есть когда наш класс не нужен и мы избавляемся от него, то вызывается деструктор класса и он очищает память. Хочу рассказать вам подробнее, что мы реализуем в нашем классе. Реализуем мы в нем такую штучку интересную, как запись и чтение из памяти, а также динамическое выделение памяти. Но, как вы знаете, у значений в памяти может быть множество разных типов. То есть float, 4 байта, 2 байта, байт, символы там и так далее. То есть у нас получается, нам придется написать дофига функций, то есть читать float, там читать текст, читать целое 4 байта и так далее. И чтобы этого избежать, я вам продемонстрирую такую мощную штуку на C++, как шаблонные функции. Кстати говоря, большое спасибо Андрею за объяснение того, как это работает. Сам я вникнуть не мог, если честно, до конца. Собственно говоря, давайте опишем поля нашего класса, которые нам нужны. Это char, звездочка, процесс, name, то есть имя процесса, и double word, процесс ID, double word. Видите, он не знает, что у нас WinAPI и так далее. Чтобы он у нас такой WinAPI, мы просто подключим наш класс, да елки-палки, инклад, к приложениям. И он познал, что такое WinAPI. Собственно говоря, конструктор класс. Принимать он будет имя процесса, и приравниваем поле класса, то есть внутри класса имя процесса будет равно имени процесса, который он принял. Деструктор пока что мы не трогаем, он нас ничем не беспокоит и так далее. Пускай будет как будет. Теперь нам нужна функция, которая будет получать имя процесса по его имени. Для этого мы уже писали, я помню, проект такой, инжектор называется. Своруем оттуда функцию. Вот она. И я ее чуть поправлю на свой лад. Вот так. Сразу подключим нужный нам модуль. Инклад. Это, по-моему, у нас. Что это у нас? TL Help 32, если мне память не изменяет. TL Help 32. Собственно говоря, вот у нас handle. Handle нашего снимка экранов и тому подобное. Нашу функцию даже не надо редактировать, так как она и так чудесно. Что я сморозил. Ну и все круто. Теперь давайте напишем формочки такой простой код, как, кстати говоря, деструктор. Он принимает только указатель, надо помнить об этом. Оп. Итак, а остальные переменные, которые созданы не динамически, удаляются по выходу за пределы их видимости.
Про пределы видимости переменных также можете почитать на MSDN. Ну да ладно. Давайте напишем простой код, который будет проверять, запущен ли процесс игры. Кстати говоря, тестировать все будем опять на Far Cry. Так как видите, он у меня один на рабочем столе. Так, зададим имя процесса. Const char звездочка. Процесс name, даже вот так делаем. Far Cry EXE. То есть мы имя процесса изменять не имеем права в дальнейшем. Константа, вот. Константы, как известно, они постоянны и никогда не меняются. Также создадим флаг из gaming, из game, то есть запущена наша игра или нет. Теперь самое интересное. Мы сделаем такую штучку, как показали окошко и сразу set timer, установить таймер. Handle нашего окна 0. Таймер будет повторяться каждые 100 миллисекунд. Ну и тут ничего. Естественно, как вы догадались, таймер отсылает свое сообщение в кейс, точнее не в кейс, а в tаймер. Сразу сделаем вот так. Ну, естественно, что ж я брик не ставлю. Дурная моя привычка. Брик отделяет кейсы друг от друга, то есть чтобы они не сливались. Итак, что нам потребуется? Флажок мы сделали. По умолчанию, кстати, false. Игра не запущена, как думаете. Создадим экземпляр класса теперь. Пишем вот так, memory editor. Показатель, так как мы создаем через динамический объект new, потому что мы должны воспользоваться конструктором классом memory editor и указываем имя процесса. Процесс name. Да что ж вы творите, name. Не соответствующий списку аргументов. Здесь константу мы принимаем. Ну, ребят, что за фигня? Значение типа const char нельзя присвоить к сущности типа char, да, edit. Const char звездочка. Ну что ж вы такие ужасные, а? Хорошо. И тут const char. Мерзости какие. Вот, все отлично. Все скомпилировать, все запустить. Теперь по таймеру мы будем проверять, запущена игра или нет. То есть if обращаемся к классу, функции getProcess_name. Нам тут уже ничего указывать, по-моему, не надо. Кстати говоря, она не должна ничего принимать в себя. Это лишнее. Она использует поле класса уже, которое здесь было создано. Вот. Оп-оп. На всякий случай вот так. Если ID процесса не равен нулю, то есть значит процесс игры запущен, тогда мы делаем вот что. Is game равно true. А если нет, я тут поставил фигурную скобочку, потому что тут мы будем дальше писать позже только. А если нет, is game равно false. То есть если мы выключили нашу игру. Естественно, нам придется обновлять, так сказать, наше окно, чтобы сменился текст. Сейчас вам покажу это для начала буквально. Почему нам надо обновлять наше окно. Создадим координаты. Точнее зададим. Хотя они у нас есть, что я несу. Делаем тут вот такое условие. If
из EXE. Тут пишем EXE из running. Да что же я пишу? Running. Типа игра идет. Запустим. А если нет, то мы рисуем строчку такую же. EXE isn't running. То есть EXE is not running. Игра не запущена. Давайте запустим нашу программу. Все должно отлично работать. EXE isn't running. Запускаем Far Cry. И ничего. Ноль реакции. Вот видите? Для этого нам надо обновлять наше окошко. Так, Far Cry отстань от меня. Нам надо обновлять каждое окошко, я сказал. Какое каждое окошко? Надо обновлять наше окно каждый раз, когда мы проверяем существование нашей игры. Для этого мы воспользуемся такой штучкой, как invalidate rect. Она спровоцирует, так сказать, отправку сообщения в EMP. Наше окно заново отрисуется. Какие аргументы она принимает? Handle нашего окна. Что нам нужно принимать в качестве размеров этого окна. И очищать ли фон формы. Мы сразу пишем нет, нам не надо очищать фон формы. А сейчас мы сделаем такую штучку, как rect, то есть прямоугольник. Вот так. И мы сразу сделаем вот такую штучку. Get клиент rect. То есть получить размер текущего окна. Указатель на прямоугольничек. Вот. Пожалуйста, держи. Вот и все. Теперь давайте посмотрим. Видите? У нас получилось мерцание формы. Потому что мы прорисовываем ее постоянно. Вот. Мерцают надписи. Так, давайте запустим Far Cry. Оп. EXE is running. Но это все мерцает, это ужасно некрасиво и тому подобное. И нам надо это исправлять. Видите? Оп, двигаем. На isn't running постепенно изменяется иногда. Что само по себе неправильно. Для этого мы сделаем такую штучку, как двойная буферизация. Сейчас посмотрим. Так, все отлично. Все отлично. Из чего состоит двойная буферизация? В чем вообще ее задумка? И почему вообще возникает мерцание формы? Все потому, что мы и вычисляем, и рисуем одновременно. Поэтому какое-то количество кадров в секунду пропускает наши формы. И это просто все дело мерцает. Чтобы этого не было, мы должны делать вычисления в памяти, в оперативной памяти должны делать вычисления. И только потом из оперативной памяти давать результат на экран. Так сказать, реализуем мы это посредством создания второго буфера. Сейчас я вам все покажу, что и как надо делать. Так, создаем HDC mem, то есть память вторая, которая будет уже вычислять наши последующие действия. HBitmap. Мы форму как бы будем перегонять в картинку, перерисовывать эту картинку и возвращать назад. То есть HBitmap, пишем HBitmap mem. Потом еще одну. Handle old, то есть старый handle нам понадобится еще. Теперь, ребятки, смотрим сам пример реализации двойной буферизации. Вот мы начали рисовать. Тут-то мы и вступаем в наше дело. Мы пишем HDC mem равно create compatible, то есть совместимый
создать совместимое устройство с текущим графическим устройством. Потом загружаем изображение нашей формы в ваш bitmap. Вот ваш bitmap, мы это все загружаем. Это то же самое create compatible bitmap. Опять же указываем HDC и указываем ширину и высоту окна. Вот, все отлично. И теперь прорисовка, обратите внимание, вот она наша прорисовка. Будет происходить не сразу, а в нашей памяти. То есть вначале мы рисуем в оперативной памяти. А теперь делаем такую штучку при помощи функции bit мы подменим буфер нашей оперативной памяти уже на HDC, то в дальнейшем вывести на экран. Ну, это координаты, где мы будем рисовать нолики, а это размеры. Опять же указываем height. Теперь указываем HDC, который будем менять. Вот мы будем менять на этот. И тут, естественно, опять же с нуля брать всю информацию. И берем такой атрибут, как src копия, то есть копировать полностью. src копия. Теперь опять же, перед тем как завершить отрисовку, выбираем нужный нам объект, select object. А выбирать мы будем HDC mem и bitmap, наш любимый. HBM mem. Фу, что я несу? Старый хендл. Грубо говоря, это нолик будет. Удаляем объект, не нужный нам уже. Это будет HBM mem. Мы удаляем. То есть наш bitmap уже не нужен, так как мы все, что хотели, с ним сделали, нарисовали. И удаляем теперь созданное нами устройство. Это HDC mem. Кстати, поправка. Не все правильно. Давайте запустим и посмотрим. Ух ты, какой ужас. Что-то я проглядел. Давайте посмотрим, в чем наше дело. HDC mem. Создать совместимое устройство с HDC. HBM mem. Создать совместимый bitmap. HDC ширина, высота. Старый хендл, мы же его таки не используем. Для чего он нам нужен? Мы выбираем такой чудесный объект, как HDC mem. То есть мы складываем HDC mem с битмэпом выделенным. Объяснить это что да почему очень тяжело, но прочитав на MSDN, думаю, вы все поймете. Вот, пожалуйста, видите, наша формочка уже обновляется без всякого мерцания. Чтобы убедиться, что она успешно обновляется, давайте запустим выводим из ранее. Вот это мне не нравится, почему-то, гляньте, переключается это дело. Неизвестно почему, скорее всего мы просмотрели что-то. Вот наши флажки. Установить. Ну, я понял, в чем дело. Что за сранец? Давайте фигурные скобочки возьмем это дело и заново запустим. По идее это уже не повторится. А нет, повторяется. Ну, только посмотрите, что это за наглость. Ну, просто полусонный, извините, ребятки, могу ошибиться очень легко. Собственно говоря, в чем наше дело. Давайте тут
заключим все в фигурные скобки. Вот так вот мы все заключаем в фигурные скобки. Мало ли компилятор затупил. Что? Ну все, чики-пуки, хотя стоп, нафига я вот стоп эти лишние делаю. Все круто. А что ж такое-то, а? Вот только посмотрите. Снова меняется. В чем же, собственно говоря, дело? Вот он наш флажок. Рисуем, если флажок, игра запущена. Если не флажок, игра не запущена. Все просто. Потом, если больше нуля изъеем, это истина. Если нет, то это ложь. Все правильно. Но почему-то то, что мы хотим, нифига не рисуется. И мне это очень неприятно. Честно скажу, очень неприятно. Ну да ладно. Так как я не вижу причины ошибки, разберусь в этом позже. Давайте теперь, собственно говоря, доработаем наш класс. Допустим, кстати говоря, Far Cry. Так мы будем учиться читать из памяти игры. Вот мы все окей, молодец у нас-то. Я немного даже поиграл сегодня. Так, иди в пень. Тогда же ты мне рабочий стол. Что ж такое засранец? ЧТ нужен. Подключимся к процессу игры. Найдем наши патрончики. 26 патронов. Ну да и все. Больше ты нам, дружок, не понадобишься. Свернуть все нафиг. Вот отлично. Теперь мы будем учиться читать из памяти. Как я обещал, это все дело произойдет на шаблонах. Как вообще, по сути, работают шаблоны, спросите вы? Довольно просто. Мы скажем компилятору то, что функция может возвращать любой тип и принимать значение любого типа. И делается это все очень просто. Пишем слово template, указываем класс T, то есть используем класс шаблонов. Функция будет возвращать значение тоже любое, мы указываем T, template. И название нашей функции будет read memory. Еще раз, Андрей, спасибо тебе. Благодаря тебе я разобрался, что да как шаблоны. И double word адрес. Вот мы сделали тело нашей функции. Теперь что мы укажем, собственно говоря, внутри нашей функции? Создадим буфер. Такой вот чудесный буфер. Равно new char 8. Почему char 8? Да все просто. Максимальная ячейка в памяти это, как вы помните, 8 байт. Теперь мы должны получить handle процесса. Handle равно open process. Процесс access точнее. Ничего нам не надо, ребят. Процесс ID уже у нас есть здесь. Кстати говоря, сейчас у нас процесс ID всегда будет нулю равен. Нам нужно сделать такую штучку. PID равно proc_id. То есть еще приравниваем поле нашего класса. Итак, что мы делаем дальше? Кстати говоря, нафига мы к нулю приравниваем? Из-за этого, скорее всего, и происходило наше негодование.
Мы это все аккуратненько переделаем. Возвращать будем уже по ID. Зачем нам лишние переменные? И теперь все правильно. По ID приравнивается, и все вообще просто супер. Теперь давайте if не read процесс memory, то есть память прочесть не удалось. Протекты память установки, считаю, смысла нет, так как все значения игры, которые мы можем найти, в них можно спокойно писать и читать из них. Поэтому устанавливать протекты памяти здесь бессмысленно. Указываем handle процесс. Вот вопрос handle. Адрес мы указываем, который приводим к LPC void. Вот адрес. Буфер. Это наш буфер. Размер. Размер как у нас будет определяться, ребятки? Да просто size of buffer. Ну а этот аргумент нам, по-моему, ничему не нужен. Собственно говоря, вот читали мы в буфер нужную нам переменную. Обратите внимание на чар звездочка, естественно, если будем читать 4 байта, чар звездочка нам никуда не годится. Закроем handle процесса. Основное правило, если ты что-то сделал, то будь добр, убери за собой. И что она будет нам возвращать? А будет она нам возвращать такую известную штуку reintercast. Вот что я несу. Reinterpret cast. Кастовать мы будем к типу функции, которые мы получим. А что кастовать мы будем, как вы догадались? Буфер. То есть мы будем преобразовать буфер в нужное нам значение нужного нам. То есть если будет 4 байта, тут будет указан double word, и мы приводим буфер к double word. Об операторе reinterpretCast можете прочитать на MSDN. MSDN вообще отличная штука. Собственно говоря, вот мы прочитали с памяти, да? Теоретически все должно работать. Но как вы заметили, когда я говорю то что-то теоретически, то практически оно может и не работать. Давайте сделаем такую штуку. Мы сделаем буфер, куда будем записывать текст, который будем позже выводить. Это vchar ammo 16, допустим. Да больше вряд ли нам понадобится. И что мы делаем? Где там наш таймер? Черт его побрал. Вот. Читаем значение. me read memory. Обратите внимание, сейчас мы укажем тип, который будем читать. Это целое 4 байт. Double word. Вот видите, вам подсказка. Type name. Имя тип. Double word. И адрес. Адрес нам интересует вот такой. Вот так вот. То есть мы считаем значение патронов. Но нам потребуется такая функция, как sprintf vs. И для нее нам нужна такая штучка, как iostream. Все отлично. Ну давай. Ах, ребятки, извиняюсь, опять я накосячил. Давай, MSDN-чик. Вот такая штука нас интересует. Вот. То есть в HR мы будем. Что ей надо? Буфер. Укажем буфер. Ammo. Теперь что ей надо? Ammo и
D, D-chemical, целое значение. И откуда читать мы будем? Читать мы будем вот отсюда. Может быть, вот так тебе понравится? Да. Вот все хорошо, мы записываем в буфер наш значение патронов. Теперь давайте просто это отрисуем. Создадим новую структуру с координатами. Пускай x у нас будет, по-моему, это x, это y, правильно? Это будет у нас 35. И point f2. Ну и теперь будем отрисовывать такую же строчечку. Только point f2 сюда пишем. И за место текста вставляем наш буфер. Давайте проверим. Ох ты! Только гляньте, сколько всего. Не объявленный идентификатор. Не является членом. Хотя все отлично. Давайте-ка избавимся от констант. Это он берем, кстати говоря. Ладно, фиг с ним. Не стоит быть сильно правильным. Но и все равно ему не нравится. Что ж вы такие ужасные люди. Он думает, что процесс name это у нас не объявленный идентификатор. Хотя вот он у нас. Вот он у нас, ребятки. Что вы вообще творите? Не является членом. Memory editor. Да, стоп. Точку запятой поставим. По идее. Так, что мы узнаем? Нет подходящей пары для левого элемента. Круглая скобка. Почему нет подходящей пары? Интересно, ребятки, интересно все у нас получается. У нас все круто, но при этом выходит то, что нифига ничего не круто. Берем точку запятой. Что за? Выскакивает куча разных ошибок, которые ну никак не приемлемы в нашем случае. Точка запятая, ну, вот. Что-то ему не нравится. И что нам предстоит сейчас выяснить? Буфер. Все как положено. Char веточка буфер равно new char 8. Все правильно. Блин. Самое очевидное забыли написать message box. hvnd. Memory can't be raised. То есть память не может быть прочтена. И error. Тип mblog. Ну и где там наши месседжбоксы? Месседжбоксы. Все время забываю этот аргумент. Где тут у нас он? Вот он. Иконка ошибки. Все по-взрослому. Да что ты будешь делать? Точно. Вот, пожалуйста. Амма 25. Кстати, заметьте, после того, как я убрал лишнюю переменную из getProcess BName, то все вообще супер круто. EM из ранее всегда работает. Патронов 25 мы видим, да? Напишем 30. Оп, 30.
25. Все круто, ребятки. Все работает, ничего не мерцает, все выводится. Теперь давайте допишем функцию записи в память. По сути, мы копируем наш шаблончик. Изменяем только на write memory. И мы также будем принимать значение любого указанного типа. То есть value. То есть любое значение, по сути. Что нам нужно? Буфер нам уже не нужен. Кстати, золотое правило. Нет, стоп, все правильно. Он будет уничтожаться автоматически, буфер. Так, что мы теперь должны сделать? Мы должны сделать теперь занятную такую штучку. Получить handle процесса. Возвращать мы ничего не будем. Закрыть handle процесса. Can be write. Память может быть запущена. Тут просто LP void будет. Write процесс memory. Так, сейчас я налью себе немного попить. А то я умираю от жажды. Итак, что у нас write процесс memory принимает? Handle процесса, адрес кода писать, буфер, который мы будем записывать. Теперь начинается самое вообще крутое, что вы могли представить. Сами даже не поверите. Мы делаем просто вот так вот. Адрес памяти вали и size вали. И все будет чики-пуки. Давайте проверим. По нажатию клавиши Tab берем этот месседжбокс нафиг. Делаем EXE. Write memory. Тип целая 4 байта. Double word. Да так, слитно буду писать адрес. Вот и наш адрес патронов. И что мы будем записывать туда? Так, как же нам правильно записать здесь надо? По идее, все сверх просто. Мы просто указываем то, что нам надо. 50, допустим. Вот так как мы указали тип double word. Еще раз говорю, внимательно выслушайте. Вот мы указываем тип функции сейчас. В данном случае она нам ничего не должна возвращать. Мы тут поставим void. Но ничего от этого не меняется. Мы задаем, во-первых, вот этот вот аргумент. Вот такими вот хитрыми скобочками. То есть, по сути, мы приводим наш шаблон к функции, работающей целым 4 байта, double word. Возвращать ничего не будем. И тип аргумента, который мы получаем, double word. Так как t у нас равно double word. Ребят, если вы что-то не поймете с шаблонами, лучше спросите у меня. Так как это довольно сложная тема, но я объясняю вам как могу. Теперь давайте запустим. Посмотрим, что у нас вышло. Сейчас компилировалось. Мы запишем, по идее, 50 патронов в адрес. Смотрим в CE, тыкаем Tab. Оп. Амма 50. Value 50. Все отлично, супер-пупер. Работает. Ну и что мы сделаем напоследок, ребята? Как я и говорил, класс наш будет очень скудный. В следующем уроке мы значительно расширим его возможности и сделаем автоассемблер, то есть подгоним автоассемблер с DLL под наш EXE файл. Так, собственно говоря, как я и обещал, эта функция будет подготовительная к автоассемблеру. Тип функции будет double word.
Так как динамическая функция для динамического выделения памяти virtual allocate EXE возвращает базовый адрес адреса, как нам известно, типа double word. Назовем ее alloc memory. Вот так. И она принимает, как известно, один параметр, размер выделяемой памяти в байтах. Вот так вот. Базовый адрес создадим, alloc адрес, который будем возвращать. То есть мы делаем то же самое, только return. И, собственно говоря, обязательно получить handle надо нашего процесса. Как же мы будем выделять память, если не знаем, где ее выделять. Так, handle я говорю вам. Ну, и пишем нашу суперскую память. Alloc адрес равно virtual memory alloc EXE. Ну вот, объясните, вот, что не нравится сейчас. Ну, действительно, зачем я слово memory написал, я спятил. Так, смотрим, что принят наш первый параметр. Это обязательно handle процесса. Дальше что? Адрес, где мы хотели, с которого мы хотели бы выделять память. Мы скажем, ни с какого адреса мы не хотели бы выделять память. Пускай сама ищет нужное место. Размер памяти. Это size. Тип выделения памяти. Как вы помните, в инжекторе мы должны зарезервировать нашу память и сделать такую штучку, как mem-commit. Я уже не помню, что этот флажок значит. Вы можете прочитать на MSDN о нем в описании этой чудесной функции. И protect памяти. Ну это понятно. Page execute, то есть на выполнение мы даем доступ. И read, write, на чтение, запись. Так как функция возвращает базовый адрес в формате LPWord, мы обязаны его подогнать к формату double word. И если if alloc адрес равен 0, то есть мы не смогли выделить память, то мы опять же даем ругательные message box can't allocate memory. То есть не могу выделить память. Все по идее круто, чики-пики. Теперь давайте заместо того, чтобы писать в адрес, хотя стоп, на кнопку мы повесим эту штучку. Вот это вот мы скопируем и закомментируем. И повесим обработку на кнопочку. Закомментируем. Вот что сделаем. Вот так вот мы делаем. Расширим на всякий случай буфер. Нам памяти не жалко. У меня 12 гигабайт. Адрес, как известно, нам в формате hex мы должны выводить в формате его. То есть вот так. И результат работы функции мы запихнем вот сюда. Allocate memory. 50 байт, допустим, нам надо. Ну и давайте теперь. Оп, сделаем. Тыкнем сюда. Оп. Выскочил адрес нужный нам. Откроем редактор памяти. Давайте перейдем вначале в отладчик.
26Е, 4 нуля. 1, 2, 1, 2. Скопируем. Видите, как и написано в описании функции, она создает пустое пространство. Вот у нас сколько этого пустого пространства. Куча. Перейдем сюда. Ух ты, как мы видим, мы выделили 1000 за место 50. Что тогда почему? Так, а вот все просто. Давайте перейдем к описанию этой функции и посмотрим. Ну, здрасте. МСД не знает, что это такое. Ладно. Ставим сюда. И вот так. Давайте возьмем касательно параметра size. Что у нас вообще тут описано? Регион памяти в байтах. Бла-бла-бла. Ничего не сказано. Есть тут что-нибудь связано со словом 1000, или это у нас такой артефакт? Так. Ничего не сказано со 1000. А, вот, все понятно. Она флаг мем-коммит гарантирует то, что выделенный регион памяти будет заполнен нулями. Ну и теперь что такое? Может быть, меньше 1000 нельзя выделять память? Давайте, допустим, мы укажем выделить 2000 байт. (26F). 26F 4 нуля. О боже мой, не туда перешел. 26F и раз, два, раз, два. Без понятия, ребятки, размер у нас всегда 1000. Это неприемлемо. Что же нам делать тогда, если он все время у нас 1000? Давайте посмотрим. Какие аргументы она принимает вообще в себя, да? Allocation тип, размер. Если IP адрес нулевой, то функция округляет размер до следующей памяти. До следующей страницы памяти. Да вы что, ребятки, издеваетесь? Что если мы тут напишем, допустим, 0x 100? Что ты будешь делать тогда? Что сделаешь тогда? По этому адресу нельзя выделить память. Это ужасно, ребятки. Пока что я хочу спать, в общем-то говоря. Другой способ обойти это ужасное ограничение я уже придумаю, скорее всего, завтра. На этом все. Желаю всем удачи в геймхакинге, собственно говоря. Ну, собственно говоря, всем пока.